Теперь будем вязать одежду. Для этого нам нужна коричневая пряжа. Набираем в цепочку 43 воздушные петли. И во вторую от крючка петлю, вот это первая, вот это вторая. Провязываем столбик. И далее так вяжем до конца ряда в одну петлю 1 столбик. Довязали второй ряд до конца вместе с петлями подъема, которые вот здесь у нас с краешку. У нас должно получиться 42 столбика. Теперь изделие мы делим на 3 части. Будем вязать по 14 столбиков. Сейчас в конце ряда набираем одну воздушную петлю на подъем, работу разворачиваем и провязываем 14 столбиков без накида. Провязали 14 столбиков, теперь воздушная петля, работу разворачиваем и вяжем по этой стороне также 14 столбиков. Всего нам нужно связать 7 рядов по 14 столбиков. Это мы сейчас вяжем переднюю часть одежды. Провязала 7 рядов, теперь нужно ниточку отрезать и дальше мы переходим на спинку. Также мы провязываем 7 рядов по 14 столбиков спинка. Затем ниточку отрезаем и переходим на вторую часть переда. Здесь также провязываем по 14 столбиков 7 рядов. Связали 3 части мантии. Теперь будем вязать полный ряд, соединяя все части. Набираем воздушную петлю, вяжем 14 столбиков. Далее набираем 4 воздушные петли. Переходим к средней части. Здесь также сейчас провязываем 14 столбиков без накида. Затем набираем 4 воздушные петли и провязываем оставшиеся 14 столбиков до конца ряда. В конце ряда у нас сейчас получилось 50 столбиков. Петля на подъем, работу разворачиваем. Следующий ряд. Провязываем 2 столбика без накида. Затем делаем прибавку в третью петлю. Затем снова 2 столбика. И так повторяем 10 раз. 2 столбика, прибавка, 2 столбика. В конце ряда у нас получится 60 столбиков. Следующие 2 ряда вяжем без изменений. В одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 60 столбиков. 14 ряд. Провязываем 3 столбика без накида, делаем прибавку. В четвертую петлю прибавка. Затем 2 столбика без накида. И так повторяем до конца ряда. 3 столбика, прибавка, 2 столбика. В конце 14 ряда у нас должно получиться 70 столбиков. Следующие 4 ряда мы вяжем без изменений. В одну петлю 1 столбик. Довязали, теперь ниточку отрезаем, хвостик прячем. Сейчас будем вязать рукав. Один рукав у меня уже связан. Берем нитку, присоединяем ее к верхней части рукава. Одна воздушная петля на подъем, и теперь обвязываем рукав столбиками без накида. Просто продеваем в петельки и провязываем столбики. Дошли до нижней части рукава, и здесь в уголке нам нужно сделать убавку. Продеваем, захватываем нить, не довязываем с другого края уголка и провязываем. Теперь здесь по нижней части рукава вяжем пару столбиков. Затем снова делаем убавку в другом уголке. И продолжаем обвязывать столбиками без накида. Соединяемся с петлей подъема. И теперь вяжем по кругу без изменений в одну петлю 1 столбик, столбики без накида. Так вяжем 8 рядов. Смотрим, что у нас получилось.
Мантия у нас готова, можно ее примерить к игрушке, к самой, к малышу Грогу. Она будет вот так вот запахиваться. Если вам кажется, что мантия слишком коротковата, у меня малыш Грогу будет сидеть, то есть вот так вот ножки, и он будет сидеть. И, соответственно, мне такой длины мантии достаточно для моей игрушки. Если он у вас будет стоять, то можно сюда вставить проволоку в ноги. Он будет у вас вот так стоять, и, соответственно, мантию можно связать подлиннее. И сейчас мы с вами будем вязать шарфик. Набираем коричневой пряжей цепочку из воздушных петель. Количество петель определяем следующим образом. Набираем и примеряем к шее. Вот я примерила к своей игрушке. У меня здесь набрано 30 петель. Я их и оставлю. Хотя можно даже еще одну-две петельки убрать. И теперь еще 2 петли на подъем. И в третью от крючка петлю, первая, вторая, третья, начинаем вязать столбики с накидом. И в каждую петельку провязываем столбики. Затем доходим до конца цепочки, разворачиваем работу, набираем 2 воздушные петли на подъем и вяжем снова столбики с накидом. Я свяжу 2 или 3 ряда. Сейчас буду примерять к игрушке и уже на месте определюсь, сколько оставлю. В итоге связала я 4 ряда, чтобы сделать шарфик с подворотом. По поводу шарфа. Можно пришить его к самой мантии, вот здесь вот. И теперь вот так все части тела мы пришиваем, завершая работу над малышом Грогу. Ушки пришиваем следующим образом. Их немножко вот так вот сложить и пришивать. То есть не вот так, как лопухи, а их немножко вот так свернуть и пришивать. Пришила все части тела, одежду, глазки. Нужно вышить той же пряжи, которой вязали игрушку, нужно вышить веки, брови и рот. Рост игрушки получился 24 сантиметра. Если сидя, то чуть-чуть поменьше будет. Единственное, мне вот не понравилось, что носик расположен слишком низко, на мой взгляд. Если будете вязать, можете немножко подкорректировать, так как мы вяжем сверху вниз голову, то носик я бы связала на 2 ряда раньше. То есть примерно вот. А так, в целом, игрушкой я довольна. Он мне очень понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!